Всем привет, дорогие друзья! Завтраки и перекусы из лаваша – это всегда очень актуально, потому что быстро, просто и очень вкусно. И сегодня я поделюсь с вами 5 вкусными и простыми рецептами из лаваша на сковороде и в духовке. Обязательно сохраняйте, они пригодятся и не раз. Сегодня я поделюсь с вами простым и быстрым рецептом завтрака, который придется по вкусу всей семье. Это лаваш с яйцами и сыром в духовке. Завтрак готовится очень просто. Я выкладываю в форму лаваш. У меня форма 22 сантиметра. Но берите ту форму, которую хорошо закроет лаваш, так, чтобы получились бортики. Все это зависит от того, какой лаваш вы используете, какого диаметра. Разбиваю яйца. Натираю на терке адыгейский сыр. Можно использовать и творог. Количество сыра определяйте сами, сколько вы хотите. Я добавила примерно 100 граммов. В зависимости от того, какой вы используете сыр, добавляйте соль по вкусу. Также добавляю черный перец, тоже по вкусу. Разбалтываю яйца с сыром. Конечно, все это можно сделать в другой мисочке, но зачем пачкать посуду, когда мы торопимся и хотим сделать быстрый завтрак. По вкусу можно добавлять самые разные добавки. Я добавляю помидоры, добавляю шпинат. Можно добавить колбасу, ветчину, все, что на данный момент есть у вас в холодильнике. Сверху все еще засыпаю сыром моцарелла и отправляю запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Посмотрите только, какая красота получилась. Как хорошо подрумянился лаваш и как это быстро, как вкусно. Своего личного времени затрачено фактически буквально минут 5. Надо только подождать, когда все запечется в духовке. Какой вкусный, полезный завтрак! Это здорово! Хочу поделиться с вами шикарным рецептом шаурмы с курицей, запеченным перцем, сыром и, конечно, великолепным соусом. А готовится такая шаурма на раз, два, три. Все отправил запекаться в духовку, а затем просто завернул в лаваш. Уверена, будете готовить такую шаурму часто, по просьбе ваших родных. И первым делом подготовлю куриное филе. Я его порежу тонкими соломками. Примерно получаются вот такие кусочки. Перекладываю филе в миску. Теперь курицу слегка замариную. Добавляю специи и соль. Добавляю соли примерно 1,5 чайной ложки. Сушеный чеснок 1 чайную ложку. Сушеный лук также 1 чайную ложку. Добавляю молотый кумин. Он прекрасно подходит к этому блюду. Пол чайной ложки. И, конечно, перец. Я использую смесь перцев. Хорошо все перемешиваю. Оставляю курицу постоять, а сама порежу овощи. Также сразу я подготовила противень, на котором буду все запекать. Выстелила его пергаментной бумагой и слегка поливаю растительным маслом. Болгарский перец очищаю от семян и перегородок и режу тонкой соломкой. Выкладываю перец на подготовленный противень. Также соломкой режу крупную луковицу. Лук также выкладываю на противень. Все овощи немного солю, присыпаю сушеным чесноком. Можно использовать опять те же специи, которые мы использовали для мяса. Немного лука. Смесь перцев. И лук я еще немного присыплю сахаром. Буквально пол чайной ложки, чтобы он карамелизировался. Немного все перемешиваю. Я слои не смешиваю, просто так оставляю их. Красота, конечно, получается. Как это все просто готовится. Уверена, такую шаурму будете готовить теперь часто. Насколько это быстро и просто.
И последний ряд я выкладываю куриное филе. Также его вот таким образом разравниваю. И забыла присыпать куриное филе паприкой. Она прямо сюда просится, поэтому слегка присыпаю. Немного паприки. Можно и лук присыпать паприкой, тоже вкусно. Красота. Немного все сбрызгиваю растительным маслом. И отправляю все запекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20-25. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Приготовлю соус для шаурмы. И для этого мне понадобится в миску выкладываю баночку йогурта. Я использую греческий йогурт, вот такой густой. Можно использовать обычный йогурт, конечно, без каких-либо добавок. Добавляю несколько столовых ложек майонеза. Я добавила 4. 3 столовые ложки кетчупа. Столовую ложку терияки. Если не хотите его использовать, можно его не добавлять. На мелкой терке натру 1 зубчик чеснока. Чеснок также добавляйте по желанию. Добавляю чайную ложку лимонного сока, буквально пол чайной ложки сахара, немного соли, смесь перцев и добавлю пол чайной ложки паприки. Хорошо все перемешиваю. Обязательно соус пробуйте на вкус. Если надо, добавляйте еще соль, сахар или другие специи. Вкус потрясающий. Этот соус прекрасно подойдет и к мясу, и к рыбе, а с шаурмой он просто великолепен. Итак, у меня все запеклось, лук запекся, перец и, конечно, курица уже готова. Не передерживайте все в духовке, чтобы курица оставалась сочной и мягкой. Красота невероятная, а аромат просто потрясающий. И теперь, конечно, все очень просто. Берем лаваш, хорошенечко промазываем его соусом. Я люблю, когда соуса много. Добавляю кусочки курицы. Здесь самое главное не переборщить, чтобы лаваш хорошо сворачивался. Теперь лучок и перец разных цветов. Сверху присыпаю тертым сыром и все сворачиваю в плотный рулетик. Подворачиваю края и хорошо все подворачиваю. Получается вот такая шаурма. Подготавливаю так несколько штук и буду их обжаривать на сковороде. Кстати, такое блюдо очень удобно использовать в качестве заготовок. Заворачиваете шаурму вот таким образом, затем упаковываете в пищевую пленку и в холодильник. Утром встали, достали, разогрели сковородку. Хорошо все обжарили на сухой сковороде, и шаурма у вас буквально за 10 минут уже на столе. Это может быть прекрасным завтраком. Я включила разогреваться сковородку. Выкладываю на нее шаурму. Обязательно выкладываем швом вниз, чтобы шаурма запечаталась. И теперь все обжариваю со всех сторон. Можно с 2 сторон, можно с 4, смотря какую шаурму вы готовите. Такую более полукруглую или плоскую. Можно шаурму вот так немного придавливать. Когда сковородка хорошо разогрелась, шаурма обжаривается очень быстро. Поэтому следим, чтобы лаваш не подгорел. Но, конечно, доводите его до той степени готовности, которая вам нравится. Если вы любите более хрустящий лаваш, больше обжаривайте. И я стараюсь обжарить с 4 сторон, чтобы лаваш был со всех сторон хрустящий. Все, у меня уже лаваш начинает вот так здорово подрумяниваться. Пошел такой аромат жареного хлеба. Шикарно. Шаурма готова. Снимаю ее со сковороды. Конечно, выглядит такая шаурма просто великолепно. Какая хрустящая, какая вкусная. И посмотрите, здесь внутри много мяса, овощей. Это невероятно вкусно. Обязательно приготовьте такую шаурму дома. Я уверена, она всем понравится. Также предлагаю приготовить очень вкусный омлет с лавашом на сковороде. Это и просто, и очень вкусно. Мне понадобится 2 яйца. Разбиваю их в миску. Добавляю соль, черный перец. Конечно, все делаем по вкусу. Разбалтываю яйца. Кусочек болгарского перца порежу небольшими кусочками. Также у меня здесь немного шпината. Разрезаю листики. Сыр я уже натерла на терке. Я использую твердый сыр моцарелла. И мне понадобится лаваш. Лаваш подбирайте таким образом, чтобы он как раз поместился на сковородку.
Поставила сковородку на плиту, наливаю немного растительного масла. Выливаю омлет на сковородку. И пока он еще не схватился, я его вот таким образом немного перемешиваю. Огонь сразу сделайте тише. Так омлет получится более пышный и воздушный. Сверху выкладываю один лаваш, прижимаю. Теперь аккуратно все переворачиваю. Сверху выкладываю болгарский перец, листики шпината, сыр. Огонь обязательно сделайте тише, чтобы лаваш снизу не подгорел. Закрываю вторым лавашом, хорошо прогреваю. Снова переворачиваю. Ох, лаваш начинает уже даже подпекаться. Обжариваю лаваш со второй стороны. Мне надо, чтобы сыр расплавился. Перекладываю на тарелку и завтрак готов. Разрезаю. Вот такая красота получилась. Внутри омлет, расплавился сыр, шпинат. Все очень вкусно и сытно. И готовится буквально пару минут. Обязательно приготовьте такой простой и очень вкусный завтрак. И предлагаю приготовить яичницу в лаваше. Она смотрится очень оригинально и внесет разнообразие в ваше меню для завтраков. Мне также понадобится немного болгарского перца. Также мелко порежу зеленый лук. Также у меня здесь еще натертый на терке сыр. Понадобится лаваш и 4 зубочистки. Беру у лаваша и подворачиваю край. Протыкаю зубочисткой с другой стороны. Я делаю такой конвертик. И теперь с этих двух сторон. Поставила сковородку на плиту. Наливаю чуть-чуть растительного масла. Выкладываю конверт из лаваша. Делаю очень маленький огонь, чтобы лаваш не подгорел. Выкладываю немного сыра. В середину разбиваю яйцо. Добавляю соль, немного перца. Все это делаем по вкусу. Добавляю болгарский перец. Еще немного сыра, но только я не прикрываю желток. Хочу, чтобы он оставался виден. И присыпаю зеленым луком. Закрываю крышкой и готовлю примерно 3-4 минуты. Надо, чтобы приготовилось яйцо. Посмотрите только, какая красота получается. Перекладываю на тарелку. Удаляю зубочистки. Готов вот такой красивый и вкусный завтрак. И также предлагаю еще один великолепный быстрый рецепт лаваша с начинкой на сковороде. На крупной терке натираю отваренные вкрутую яйца. Также на крупной терке натираю сыр. У меня сыр чеддер, можно использовать любой твердый сыр. Мне лично нравится чеддер за его такой пикантный, чуть остренький вкус. Мелко порежу помидоры черри. Вместо черри можно использовать обычные помидоры. И мелко порежу пучок укропа. Добавляю по вкусу соль и черный перец. А также можно добавить любые специи, какие вам нравятся. Я буду добавлять смесь итальянских трав. И хорошо все перемешиваю. Получилась вот такая симпатичная начинка. Для рецепта я использую домашний лаваш, так как у нас во Вьетнаме, конечно, лаваш вообще не продается. И буду начинять лаваш начинкой. Я подготовила немного воды, чтобы склеить край. Теперь здесь немного лаваш я обрезаю, для того, чтобы также был ровный край. Выкладываю начинку. Мы любим, когда начинки много. Сразу водой промажу край лаваша и заворачиваю. Плотненько поджимаю. Получается вот такая трубочка. Перекладываю ее на тарелку швом вниз, чтобы хорошо все скрепилось. Всего из этого количества ингредиентов получается 6 лавашей с начинкой. Надо лаваши обжарить на сковороде. Можно это делать на сухой сковороде, тогда получится такая закуска типа шаурмы. Я буду обжаривать на масле. Добавляю немного на сковородку и разогреваю. Выкладываю швом вниз. Вообще такая закуска
Как утренний завтрак очень удобно. Можно вечером свернуть вот такие лаваши с начинкой, а утром их быстро обжарить. И у вас сразу будет простой и вкусный завтрак, буквально за пару минут. На среднем огне обжариваю лаваши с двух сторон до красивой хрустящей корочки. Буквально по 1 минуте с каждой стороны. И также можно еще поворачивать на бочок, чтобы лаваш обжарился и сбоку. Все готово. У меня лаваши красиво обжарились со всех сторон. Какие они хрустящие, очень аппетитные. Горячими подаем к столу.